Привет, Слава, привет. Ну что, привет. когда будут новости хорошие или уже их не будет? Не, ну как хорошие новости? Хорошие новости это сейчас просто статистику надо смотреть. На Украине там события пошли ускорение, видел, да? Пошел процесс. Пошел процесс. Мне уже надоели они с этими процессами, честно. Ну, как бы что. Мы сейчас, как говорится, можем только наблюдать в данный момент. Ситуация, конечно, на рынке пока нестабильная. Сейчас фактически уже держать-то рынок уже нечем. То есть все отчеты прошли. Опять теперь ждут новых отчетов. Закладывать будут, что будет в новых отчетах. Ну и, соответственно, естественно, сейчас будут следить за ситуацией на непосредственно данных по рынку труда. То есть за этим сейчас будут пристально, естественно, наблюдать. Потому что, как мы понимаем, вот эта вся история с Паулом, с Джексон Холлом, она как раз связана именно с этим. Понял, хорошо. Про магнит ты видел, да? Они там 30-го окончательно делистируют. Вот что магнит ждет-то. Нет, я не в курсе. Подскажи, пожалуйста. 30 числа у них идет как раз сегодня делистинг АДР. Ну, это будем рвать когти на 7 тысяч? Надо смотреть, какая там реакция, пока непонятно еще. Но факт в том, что вот, собственно говоря, причина, по которой он и стоит. Угу. Грубо говоря, шансы есть. Отлично, тогда я тоже ждем на Луне. Ну, вообще, на самом деле, вообще российский рынок весь, как я понял, тоже вчера Белоусов выступал, что вообще, в принципе, отчеты-то компании офигительные, типа, показали очень Ладно, хорошие. у меня было на той неделе прям чуйка, что за вот эти 3-4 дня прошлой недели пытались высадить народ, да, который нервный. Там. Вроде ты и в плюсе, а вроде что-то не двигается, и вроде плохие новости. И мне кажется, на этом Это к попытались вопросу и слабых рук в сильные. Да, да, именно. Потому что я еще жду 200-400 рублей Озона вверх, а там дальше будешь нам подсказывать, я очень надеюсь на это. Но я думаю, что российский рынок, как я ожидал, что будет, в принципе, все окей, и никуда он там падать не будет. Так оно, в принципе, я думаю, так и будет. Ничего, мы никакого там критичного падения на нем не получим. Сейчас давайте тогда по YouTube посмотрите, скажите мне что, и начинаем, приступаем. Что-то пока по YouTube никто ничего не отвечает. А мне бы получить информацию от YouTube по видео. Ну, Яндекс уже 2200. Но они сейчас, я тебе говорю, они так и будут сейчас потихонечку начинать двигаться. С нефтью там тоже сейчас ситуация неопределенная начинается. Ливия, Ирак. Там тоже, походу, может сокращение быть добычи. Так что там нормально. Есть что, на чем надавить сейчас на Америку. Непосредственно на индекс S&P. Я думаю, сейчас все-таки додавят на 4000 его. Да и как бы не 3880. Сейчас посмотрим, какие данные. Вот они в 5 часов выйдут. Да, Слав, меня там хорошо слышно, так что можем продолжать. Видео видно? Да, все видно. Все, ну погнали, давайте тогда по-быстренькому сразу начнем. Значит, смотрите, по S&P 500 в итоге, вчера, как мы увидели, вот он, вот этот уровень, вот мы вчера торговали, мы видели прям как вот он, вот прям в этот уровень он вплекся просто, вот 4.30, вот этого поддержка, но обратите внимание, кстати, на 4000, куда я жду, ну и куда он, в принципе, почти ходил, там-то нет поддержек. То есть тогда там уже фактически, если так посмотреть, кроме вот границ минимальных цен, в принципе, больше там ничего не держит. На самом деле этаж, естественно, находится на 3880. И вот тут и скопление целей и так далее. То есть, ну, все указывает на то, что 4 он может, конечно, не удержать. Хотя 4 такой психологический уровень, я думаю, что тут, конечно, какая-то, по крайней мере, попытка зацепиться вполне может быть. В общем, ждем сегодня в 5 часов выхода данных непосредственно по рынку труда, то есть создание новых вакансий. Вот посмотрим, что там будет. Ну и, соответственно, индекс потребления тоже, да, насколько там, так сказать, потребители смотрят оптимистично на свои расходы. Это, безусловно, конечно, те самые факторы, которые, собственно говоря, для ФРС и будут являться причиной
по дальнейшему повышению или, соответственно, ослаблению поставки. Значит, смотрите, по десятилеткам они сейчас находятся на 3,065, приостановились. Но что самое интересное, господа, я смотрел двухлетки. А вот двухлетки, они находятся вот фактически вот в этих целях. И более того, цели продолжают расти. И как мы понимаем, что если облигации начинают, естественно, дорожать, это, естественно, идет оценка вероятность повышения ставок, и, естественно, это давит на рынок. Поэтому в двухлетке сейчас очень так нехило, на самом деле, поднялись, в районе 3,35, по-моему, если я не ошибаюсь, последний раз я смотрел. То есть они так, за ними десятилетки так тянутся, а двухлетки прям растут, и цели у них уходят прям вот так вот. То есть вот я даже сейчас вам покажу, наверное, вот здесь. Сейчас, сейчас как они там. US 2. US 2. Вот они, двухлетние, смотрите. Я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, какая картина. Не 35, 3,41 даже. Воу, как. И смотрите, смотрите, какая динамика у двухлетних. Вот, смотрите, как цель устремляется. 3,60, 3,70. То есть тут вообще вот прям все признаки, что они могут еще продолжать расти. Годовая вверх уходит. То есть тут прям вообще такая динамика восходящая по двухлетним, что просто жесть. И это, безусловно, говорит о том, что есть вероятность давления продолжения на S&P 500. Значит, смотрите, по нефти. Ну, я думаю, что, конечно же, как я и говорил, в итоге почти дошли мы до 104. Я вам говорил, что 120-104 это тот диапазон, который мы займем, скорее всего. Вот этот откат, это, скорее всего, на ожиданиях по запасам. Они сегодня выйдут, неофициальные, а потом завтра официальные. И, господа, 5 сентября ОПЕК плюс собирается, встречается. Надо еще учитывать момент, что в Ливии, я уже вам кидал новость в канале, то что там приостановка сейчас добычи, и в Ираке то же самое может произойти. В общем, короче говоря, там вот эти военные конфликты, они все сейчас могут оказать тоже поддержку ценам на нефть. Это надо учитывать. Оттуда американцы, естественно, увеличивали, это, как его называется, блин, не потребление, а предложение. Оттуда они увеличивали предложение, и вот сейчас есть вероятность, что его придется сокращать. Поэтому тут надо будет момент этот учитывать. Соответственно, цены на нефть могут еще начать расти. Дополнительный фактор давления на индексы. Значит, смотрите, по золоту пока идет удержание на 1744. Но что-то мне подсказывает, что скоро очень быстро они начнут восстанавливать. В итоге на 1820 и могут прийти. Цели внизу есть, пока вот поддержка прямо на 1740. Посмотрим, что будет дальше. По S&P сказал, смотрите, что происходит уже на фьюче. 4061. Уже начался постепенный попытка отскока. То есть 430 он фактически, получается, удержал. И сейчас идет в сторону 460. Там, скорее всего, могли сыграть, например, отчеты. Еще у нас какие-то оставшиеся там остаются. Надо просто посмотреть, я за ними сейчас внимательно не смотрел. Может быть, они тоже какой-то там позитив дали, но в целом вот видим, что 4,60 подъем. Возможно, это было как вот с ловушкой вот здесь на 4,200. Помните, вначале задрали перед началом открытия, а потом резко обрушили. Поэтому здесь не исключен такой вариант, что они могут поднять, например, на 4,80, это будет обратный тест первого квартала, и потом с пробоем выйти на 4000, а дальше уже может быть даже и потащить на 3,880, не знаю. В общем, здесь надо быть очень осторожными. Вот эту попытку подъема я бы пока не воспринимал всерьез. Есть вероятность, что здесь могут наоборот засадить. Так, по NASDAQ, ну понятно, 12 тысяч, вот мы прям четко на таком же уровне, как и S&P 500, только у нее это было 4,30, а у NASDAQ это 12 тысяч 17. Ну и, соответственно, тоже вероятность здесь пробоя возрастает. Если сейчас S&P пошел вверх, то, наверное, скорее всего, NASDAQ откроется где-то 12 100, 12 200. Вряд ли, наверное, пока выше. Но, в общем, посмотрим. По Расселу та же самая история. Здесь тоже, скорее всего, будет либо вот как раз на этот уровень, который и NASDAQ, и S&P мы смотрели только что. Здесь, соответственно, 1860. Попытка была сейчас выйти за 1886. И на самом деле есть вероятность даже вот при открытии, если еще останется S&P сейчас выше, на 4,60, оказаться на 1900. Вот, кстати, вопросу о том, что Женя вчера говорил по поводу шорта Рассела, вот он как выглядит-то неплохо на самом деле, держится.
Если даже сравнить NASDAQ на этом уровне, S&P на этом уровне, а Russell выше. Russell находится на первом квартале. Поэтому я говорю, здесь он выглядит гораздо сильнее, на порядок. И будет отскакивать достаточно быстро. Так, индекс РТС. Ну, тут понятно, 1200 мы в итоге преодолеваем, пытаемся. Но вот выйдем ли за 1220, пока у меня сомнения. Надо смотреть, потому что динамика по доллару пока будет достаточно вялая. И, скорее всего, наверное, выше 1220 пока, наверное, мы все-таки не увидим. Хотя попытки, наверное, такие будут. Но с биржи все понятно, идет, вот она уже практически на 2320, и надо выйти на 2340. Но у нее как бы все как бы неплохо, да, то есть там видно, что российские акции, они сейчас неплохо себя чувствуют. Сейчас вот я, кстати, последний не смотрел, надо сейчас посмотреть, но почему-то мне кажется, что там тоже все нормально. Так, значит, доллар-рубль. Небольшое идет ослабление рубля, но, опять же, не сильное. 60,5, это все в диапазоне до 60. Тут как бы ничего не сильно не меняется. А вот евро-рубль, тут как бы на самом деле евро, насколько я понял, Евроцентробанк поднимает ставку. И по идее должно быть, конечно же, несколько, скажем так, укрепление евро, а тут идет ослабление. Но тут, наверное, скорее всего, ситуация связана прежде всего с газом, потому что идут еще риски вероятного остановки вообще Северного потока-1. Есть такая уже информация, что могут его остановить вообще. И как бы, естественно, все это будет очень сильно давить сейчас на европейскую экономику. Ну, в общем, смотрим, наблюдаем. По евро ставку, по крайней мере, я знаю тоже, что они вроде как подняли или будут поднимать. Сейчас вот надо будет уточнить. Так, по биткоину, господа, ну тут все понятно. Тут, естественно, попытки удержаться 20 тысяч. Это все вокруг 20 тысяч происходит. Уровня здесь как такового нету. Ну и, соответственно, попытки потом будут возвращаться на 22 тысячи, как мы уже говорили. Но пока преждевременно это все. Надо будет смотреть. Он сейчас просто, грубо говоря, реагирует на возврат S&P на 4,60. Но опять же, вот мы видим недельная коррекция 2500, этим все может ограничиться. Если все-таки S&P пойдет выше и будет там на 4100 куда-нибудь останавливаться, то есть вероятность, что биткоин может в районе 21 тысячи подняться. Выше маловероятно, надо будет смотреть, потому что до данных в пятницу, я думаю, вряд ли будет такая динамика положительная. Так, значит, по S&P еще раз смотрим наш волновой дневник. Ну чего, тут в принципе вот 4,60 он как раз демонстрирует. Еще раз говорю, смотрите, это пока как обратный тест выглядит. Вот даже по FIBE это 4,60. Это фактически, грубо говоря, здесь уровень, который был вчера пробит, а сегодня это попытка теста. Поэтому я говорю, как бы здесь была не ловушка для пробоя на самом деле вниз. Поэтому будьте очень осторожны. Это очень вполне вероятный сценарий. Так, по российскому давайте посмотрим еще. Сюда вернулись. Так, российский. Так. Тинькофф. Тут 30 число, все совпадает, все нормально. Ну, чего, он, конечно, скорее всего, будет продолжать свое движение в сторону вот этих 20. Вот смотри, тут цели даже продолжают нарастать. То есть 2920, да, вполне себе еще возможно. То есть, ну, тут видно, что динамика, конечно, восходящая. Тем более сейчас вот эти все политические заявления поддержки финансового сектора, поддержки сектора авиации там, и так далее. Там выступали Белоусов вчера, там тоже сказал, что в экономике все очень хорошо, отчеты очень хорошие. Вообще, как бы, компании генерируют уже даже их неплохую прибыль. И как бы ВВП там замедляться будет прям буквально чуть-то там не на 1%, по-моему, насколько я помню. В общем, короче говоря, все заявления по российской экономике и как бы те показания, которые есть, они говорят, конечно, о позитиве. Тем более сейчас вот все, нерезиденты вышли, вроде уже появляются, соответственно, я так думаю, инвесторы. И наверняка появятся иностранные инвесторы, ну, не только дружественные страны, больше чем уверен, что все равно там это все начнется. Потому что все понимают, что российский рынок сейчас очень в этом плане привлекателен, чисто с точки зрения инвестиций. Если там как бы налажены уже механизмы обхода санкций, и, соответственно, можно на этом зарабатывать, то, конечно, все, скорее всего, будут постепенно присоединяться. Это однозначно. Мы же помним, да, что даже Goldman Sachs, по-моему, еще кто-то, не помню из них, заявили, что возвращаются в российские бонды, между прочим. Это тоже имеет большое значение. Так, смотрите, Сбер, значит, потихонечку двигается на 134, вот сюда, очень неплохо выглядит.
Произошло здесь закрепление, кстати говоря, по трехчасовой в районе 131. Ну и вот в район 134 примерно, я так понимаю, он вполне себе может пойти. А дальше уже вот будем смотреть, будет ли пробой за 134. Нам вот этот надо будет ждать. Значит, парус нефти. Ну, понятно, пока... Вот, кстати, интересный какой выступ по цене произошел. Смотрите, на 368 вот здесь. Прям выстрелило минимальные цены вниз. И прям аккурат, считай, сравнялись с первым кварталом. На 368. Тут надо смотреть. И, скорее всего, сейчас откат идет по нефти. Ну, то есть там она немножко сейчас перед запасами, скорее всего, опускается. Роснефть, наверное, скорее всего, тоже, естественно, это просто реагирует. 364, опять же, в рамках только трехчасовой коррекции. То есть это не разворот тренда, это чистой воды такая ожидательная пока коррекция. А дальше, соответственно, пробой за 368 и попытка на 384. А вот здесь я уже не знаю, как вот это вот, собственно говоря, минимальные цены, вот этот кусок, как она будет реагировать на него. Может быть, даже переждет и пойдет уже прорываться вот здесь. Вот здесь у нее яма уже появляется. Вот в эту заскочить вероятность повышается. Ну и 384, в принципе, вот она с границей минимальных цен совпадает. То есть вот где-то до этой зоны дойти вполне себе может. Так, по «Газпрому». Ну вот, господа, «Газпром», как я вам и сказал, он отправился на 200-220. Что я вам и говорил, что это произойдет рано или поздно. Сейчас он туда пойдет. Вот он, собственно говоря, прям 2 днями пошел. И я думаю, сейчас 205 и 220, и вот сюда он, собственно говоря, придет. Это надо учитывать. И это надо будет ждать, возможно, даже довольно быстро. Дальнейший рост пока будет под вопросом, но вот это состояние он восстановит точно. Так, по Озону, ну что, 1490 пока в удержании. Я думаю, сейчас подождут данных по США. И вполне могут опять на 1550 пытаться пробиваться. Пока за 1550 ему тяжело идти, это видно, но и падать он не собирается. Как бы пытается постепенно продавливать. Будем смотреть, может быть даже где-то и прострелит в итоге. Там в районе 1650 вот с таким пробоем. Может быть такое. Цели, кстати, нарастают. Нарастают, динамика в принципе продолжение имеет. Яндекс, ну вот он выстрелил за 2150. Теперь его задача, конечно, вернуться за 2300. И вот там, кстати, очень серьезное будет сопротивление. Вот как было и здесь, кстати. Он с ним, считай, и встретился. Вот он здесь тоже, только видно, что уровень только-только формируется. Да, он прям коротенький, только-только начал формироваться. Но вот здесь вот 2395, в принципе, было в свое время сопротивление. Вот здесь его также встречал. Поэтому это вот как раз, когда был момент после СВО, и вот этот момент восстановления, отскока вот этой дохлой кошки, вот он как раз фактически и дошел до него, до 2390. Поэтому вот здесь надо смотреть. Здесь, наверное, попытка сюда подняться будет, а вот сможет ли он там пробить или нет, вот это под вопросом. Ну и сейчас, соответственно, нельзя будет падать ниже 155-160, вот так вот. Так, полиметалл. Ну тут что, в принципе, тоже постепенно динамика такая давящая вверх, но без особых резких движений. Но в целом, как только 400 пробьет, может пойти ускорение до 450. Вот там надо будет смотреть. Там первый квартал, и в принципе, вот как он зашел к границе минимальных цен, вот здесь он их пересел, максимальный как раз в районе 440, там они как раз примерно и встретятся, 450-440. Поэтому вот эту зону вполне можно считать, что он может пройти. Вот тут видно, цели растут, но что не очень как бы радует, что они пока идут в горизонт. Не вверх идут, а именно в горизонт. В районе 405, но это говорит о том, что это всего пока в рамках до 400. И пробоем может пока не быть. Ну, посмотрим. Так, Норильский никель. Ну, то же самое, та же история. Тоже потихонечку начинает давиться вверх. Цели, в принципе, все пока только падающие. Идущих вверх пока я не вижу. Но вероятность где-то до 1600, 16 до 16 и 16200, вот эту зону не исключаю, что подняться может, тем более как бы годовая находится на 16600. То есть как бы возврат есть куда, вопрос как пройдет 16200. Вот это вот будет момент ключевой. Вот такие вот, господа, по российскому рынку. Так, ну давайте теперь по-быстрому. Так, Дима, привет, посмотри, пожалуйста, Клинспарк LC. Сейчас посмотрим. CLSK.
Подожди. Еще раз, как он там? ЦЛСК. ЦЛСК. Блин, да что ж тут? А, все, я понял. Облигации. Так. Так, ну здесь мы уже не здесь надо смотреть, да, как мы помним. Но удерживает он пока 4.23. Но тут видно, что по крипте, крипта немножко стала отрастать, поэтому вероятность есть, что он тоже пошел почему потихоньку вверх. CLSK. Если сейчас биткоин вверх пошел, то он, скорее всего, тоже на это отреагирует. Ну вот как раз, наверное, вот эти 4.34 где-нибудь, как вот вчерашний день был, 4.34, 4.37, вот здесь, скорее всего, он где-нибудь может быть вполне. А так вот вчерашним днем, вот помнишь, я тебе говорил, что здесь цель у него была, вот он к ней пошел. Вот сейчас он ее дошел, возможно, если все-таки биткоин пошел вверх, то на 4.34. Сейчас надо смотреть, как S&P. S&P у нас сколько? На 4.60 пока до сих пор. Ну да, 4.57, 4.60. Пока это еще не пробой, поэтому вероятность, что он, скорее всего, где-то поднимется на 4.36, а вот будет ли дальше продолжение, под большим вопросом. Надо будет смотреть. Ну, а сколько такой вполне может быть. Так, и что там еще? И LSIT. Ну, там мы знаем, что они разместили, да, дополнительное количество бумаг. Я так понимаю, они получают дешевые кредиты в рамках вот этого вот подъема, как, собственно говоря, собирался делать тот же Virgin. Ну вот я не знаю, насколько он там вниз улетит. Может быть, он уже на этих событиях уже начал потихонечку опускаться. Цель, вот они, 14.50, вполне он как бы может туда, я так понимаю, прийти. 12.50 и 11, но вот эти вот прям две сходятся на 14.50. Поэтому там он, надо смотреть, где он на примаркете, но вполне возможно, что он там может быть. Ну-ка, дай-ка я посмотрю, где он на примаркете пока что. Блин, да что ж такое? Все. 15.75. Ну, то есть не сильно, в принципе, просел. 15. А, ну как не сильно? Нормально он просел. 15.75. Это он находится даже вот здесь. Вот здесь. Так. А если мы посмотрим вот здесь, какую мы цель видели? Мы видели 14.50, 15.75. Но это не так далеко. Это вот здесь. Вот по этой цели. Вот, прям вот эта цель была на 15.75. Вот она. Вот сейчас он, получается, на примаркете вот здесь находится. На самом деле, если он, соответственно, будет продолжать падать, 15.23 и 14.50. Вот сюда как минимум. Вот здесь поддержка есть на 15.22. Вчера у него, конечно, динамики такой сильной не было. Но вот, кстати, смотри, тоже 15.75, это практически вот рядом с 16. Вот вчера у него там цель была. То есть, в принципе, изначально было понятно, что он туда должен пойти. А вот отскок пока не выше 16.40. 16.55 это уже такой более долгосрочный вариант, а вот на сегодня буквально до 16.40. Надо смотреть, короче, по динамике. Но 15.75 это на порядок, конечно. А нет, все-таки здесь на порядок пониже. Здесь 16, а там 15.75. Сейчас он открывается. Вот здесь он находится. Ну, как? Ну, 25 центов. В общем, короче говоря, пока, Дима, надо понаблюдать за ним, что будет после этой допки. Так. Слава, добрый день. Интересно, Google, Ocean Group, страна, хороший отчет, последний 25 августа. Показатели выше ожидаемых, Дива 0,6 на акцию и пошло падение. Примаркет тоже грустный очень. Сейчас посмотрим Google. Но тут на самом деле, скорее всего, я думаю, что надо Global, да? Этот
Golden Ocean Group, да? Тут у тебя Global Ocean Group, а там Gold. Golden. Да, да. Go, go. Go, go. Подожди. Наверное, не Golden, а Gold. Ой, вернее, не Global, а Golden, наверное. Да, ты ошибся, наверное. Скорее всего. Так. Но тут, скорее всего, реакция это была на общий фон. Отчет отчетом, но общий фон-то он все равно, я же предупреждал, что на общем фоне всегда могут отчеты не отыгрывать, даже положительные, голден, да. Ну вот, я говорю, может просто не отыгрывать, когда очень плохие данные идут по самому рынку, то есть если рынок имеет негатив, ну вот смотри, кстати, цель у него на 9.50, так, сколько там говоришь? Странно, хорошо, что так, падение. Ну вот смотри, у него даже в принципе, вот по целям, уже его ждали на 9.50, 9.60, да? Вот есть еще на 9.14. Это вот исторические, кстати. Вот они совпадают. 9.50, 9.14. Вот вверх и низ. А кварталка его как бы туда вела. То есть, вот, ну, как бы изначальная динамика указывала здесь вероятность небольшого погружения. Но были цели наверху. Вот 12.30, например, годовая. Она вот идет ровно в горизонт. То есть отыграть он еще вполне может. То есть я думаю, сейчас на негативе, наверное, общей динамике, которая плохая сейчас по рынку, возможно, немножечко он и просядет, а потом возврат у него есть куда? В район 12 как минимум. То есть тут, скорее всего, просто, ну, еще раз, тут как бы никуда не денешься от общего фона. Никуда. И, скорее всего, реакция чисто на общий фон. Понятно, на 6 ушло из задилов после объявления. Ну и дальше не стянет. Я говорю тебе, пока подождать надо. Там, то, что на самом деле сейчас, при том, той динамике, которая сейчас есть, все на самом деле уже боятся, что есть вероятность уйти вообще в медвежий рынок. Ведь на самом деле пробой на 3.880 и уже это, считай, недалеко от медвежьего. Там 3.770 и 3.730, мы помним эти уровни. Поэтому на самом деле тут как бы, ну что, расти, когда все начнут сейчас падать. Вот стоит только негативу сейчас опять появиться, а если, не дай бог, за 4000 уйдет, весь рынок покраснеет, больше чем уверен. Весь рынок покраснеет. Поэтому тут как бы надо просто подождать, посмотреть. Так, здесь что? По голосовому, господа, вопросы есть? Если что, поднимайте руку, я отвечу. Так, вроде нету, да? Ну, в общем, вот такая вот ситуация пока, да? Короткий у нас прямой, насколько вы помните. Ждем, значит, тогда сейчас данных по непосредственно по созданию вакансий. Это очень важный параметр. Выйдет он в 5 часов, господа. Так что рекомендую на открытии 16:30 быть очень осторожными. Стараться особо никуда пока не входить, потому что полчаса вот перед этими новостями может быть волатильность, и потом может быть резкий разворот. Как в одну сторону, так и в другую. Ну, я слабо верю, конечно, что мы все-таки пойдем на пробой 4.80. Очень слабо верю. Это первый квартал. И маловероятно, при том, что в пятницу будут серьезные события, это вот в несельхозхозяйственном секторе, да, занятость. Поэтому на самом деле я думаю, что ну, 4.80 это вот будет пиково. То есть, грубо говоря, это будет давать возможность удерживать до 4000. Там 4.100 может быть даже попытаться зайти, но все равно может уйти за 4.80. Вот, кстати, обратите внимание, вот она, годовая цель четко указывает на 4.80. Это по фьючу. Если посмотреть по непосредственно S&P, то же самое, чуть повыше, 412. Поэтому я говорю, здесь вероятность остановки крайне высока, вероятно. Если, допустим, даже поднимут, очень мало вероятно, что пойдет пробой выше. Поэтому будьте готовы, могут развернуть, учтите. Ловушка здесь может создаться в обратную сторону как раз. Здесь вот очень наглядно видно, да, вот если мы здесь посмотрим, сейчас, вот он, что у нас вот этот уровень, даже по FIBE, да, 4.63, он выступает как раз вот, грубо говоря, пробитый обратный тест. Вот, да, вот он пробитый, вот обратный тест. И не факт, что он отсюда потом не пройдет вот сюда вот на пробой, вот сюда вниз.
Поэтому очень осторожно, очень здесь такой момент очень тонкий. И как бы мы понимаем, что сейчас выйдут как раз данные, которые могут вполне послужить таким катализатором для того, чтобы отправить его вниз. Ну или попытаться тогда, соответственно, пробить. Но опять же, выше там 4,80, 4,100 крайне маловероятно. Поэтому до пятницы этот сценарий практически, я думаю, не будет. Так. Там на графике очень много разных линий, очень много. Там много алгоритмов, которые работают, поэтому, Андрей, все тут даже не перечислишь. Так, присоединяйтесь к вечернему эфиру, там еще, может, как раз, если надо будет, я тебе отвечу на вопросы. Так, на сегодня, господа, до вечера все тогда, да? Вопросов больше нету. Вот, вечером тогда продолжим. После уже открытия, мы там еще в группе поторгуем за это время, и где-то в часов там 8 уже выйдем в прямой эфир. А на этом, господа, все.